Урок 1. Время выхода из системы. Привет, Анна. Вы заметили, что в наши дни мы все больше внимания уделяем цифровым устройствам. Думаю, стоит выходить из системы каждый день в определенное время. Ты абсолютно прав, Джон. Когда мы постоянно на связи, легко потерять счет времени. Установление назначенного времени выхода из системы может стать отличной стратегией, которая поможет нам сохранить здоровый баланс между работой и личной жизнью. Определенно. Я собирался выходить из дома каждый вечер около 7 часов вечера. Таким образом, я смогу хорошо провести время со своей семьей и заниматься другими любимыми делами, не отвлекаясь постоянно. Это прекрасная идея. Я попробую сделать то же самое. Возможно, мы даже сможем бросить себе вызов и посмотреть, кто сможет лучше провести время, отведенное для выхода из Ха-ха, игры. мне это нравится. Мы можем привлечь друг друга к ответственности. Будет интересно узнать, кто лучше управляет цифровым временем. Абсолютно. И знаете что, держу пари, что мы оба почувствуем себя намного бодрее и продуктивнее, если продолжим выходить из игры. Именно так. Все дело в том, чтобы найти этот баланс и целенаправленно использовать свое время. Мне не терпится попробовать. Как насчет того, чтобы встретиться друг с другом на следующей неделе и посмотреть, как дела? Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Это положительно скажется на нашей производительности и благополучии. Потрясающе! Давайте сделаем это. Я рад, что мы побеседовали об этом. Это простое изменение, которое может иметь большое значение. Я тоже, Джон. Спасибо, что подняли этот вопрос. Думаю, это изменит правила игры для нас обоих. Абсолютно. Хорошо, давайте воплотим это в жизнь. Скоро с вами поговорю. Урок 2. Поход по магазинам. Привет, Анна. Ты в последнее время ходил по магазинам. Я искала идеальную новую одежду. Да, у меня есть. Я только что пошел в торговый центр в эти выходные и нашел несколько удивительных вещей. Какой образ ты собираешься выбрать? Ну, я надеюсь найти что-то более стильное, но в то же время удобное, понимаете? Я хочу выглядеть собранно, но не слишком официально. Я вас слышу. Вы уже заглянули в новый бутик в центре города? Здесь есть отличный выбор одежды в стиле casual chic, которая будет идеальной. Нет, я там еще не была. Это разумная цена. На этот раз я постараюсь не упустить свой бюджет. Так оно и есть. Цены действительно разумные, и сейчас у них отличные распродажи и скидки. Вам обязательно стоит это проверить. Отлично. Скоро мне придется туда съездить. Мне так надоело носить одни и те же старые вещи в шкафу. Я прекрасно понимаю. Небольшая шопинг-терапия может творить чудеса с душой. Кроме того, всегда интересно обновить свой гардероб новыми стилями. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, что я смогу найти. Возможно, мы сможем как-нибудь пойти вместе, и вы поможете мне выбрать одежду. Да, давайте сделаем это. Я буду рада поделиться своим опытом в области моды. Мы можем посвятить этому день шопингу, а может, и пообедать. Похоже на план. Я дам вам знать, когда смогу пойти по магазинам. Это будет отлично. Не могу дождаться.
Мне нравится хорошо ходить по магазинам с другом. Будет очень весело. Я тоже. Хорошо, я иду заглянуть в этот бутик. Увидимся позже. Урок 3. Планирование отпуска. Привет, Анна. Я рассматриваю возможность провести свой следующий отпуск на тропическом пляже. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Отдых на тропическом пляже звучит потрясающе. Я только что вернулся из невероятной поездки на Багамы. Пляжи там просто захватывают дух. Багамы, да. Это интересный вариант. Что вам больше всего понравилось в поездке туда? Что ж, кристально чистая бирюзовая вода определенно стала для меня изюминкой. А атмосфера острова была настолько расслабляющей, что это было идеальное место для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Звучит прекрасно. Я всегда хотела побывать на Багамах, но немного боюсь, что там может быть слишком многолюдно или много туристов. Я понимаю это беспокойство, но на самом деле я обнаружил, что острова, на которых я побывал, были довольно непринужденными и не слишком переполнены туристами. Здесь много тихих, уединенных мест. Приятно знать. А как обстояли дела с жильем? Удалось ли вам найти хорошее и доступное место для проживания? Да, абсолютно. Я остановился на этом очаровательном маленьком пляжном курорте по очень разумной цене. Номеры были удобными, а персонал был очень дружелюбным. Тогда это именно то, что я ищу. Доступная роскошь в сочетании с местной аутентичной атмосферой. Мне придется подойти к Багамам более серьезно. Я очень рекомендую его. А если вам нужны другие советы или рекомендации, просто дайте мне знать. Я с удовольствием расскажу больше о своей поездке. Отлично. Спасибо, Анне. Я очень признателен, что вы нашли время рассказать мне о своем опыте. Это заставило меня многое обдумать. Конечно, я знаю, как сложно планировать большое путешествие, поэтому я всегда рад протянуть руку помощи. Дайте мне знать, что еще вам нужно. Сгодится. Хорошо. Я собираюсь начать исследовать отдых на Багамах. Приятного вам остатка дня. Урок 4. Проблемы изменения климата. Привет, Анна. Вы следите за новостями об экстремальных погодных явлениях, происходящих в последнее время по всему миру. Безусловно, очень тревожно наблюдать за тем, как уровень наводнений, засух и аномальной жары становится все более серьезным. Последствия изменения климата игнорировать становится невозможно. Знаю, это настораживает. Ученые предупреждают нас уже много лет, но кажется, что ситуация развивается быстрее, чем ожидалось. Определенно. Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями рекордных температур, разрушительных лесных пожаров и перемещения целых общин в результате наводнений. Это так неприятно. Мы знаем об опасностях изменения климата уже несколько десятилетий, но правительство и промышленность так медленно принимают действенные меры. Согласен, это невероятно разочаровывает. А хуже всего то, что больше всего страдают те, кто в наименьшей степени способствовал возникновению этой проблемы. Именно так. Общины, которые и без того находятся в уязвимом положении, несут на себе всю тяжесть этих бедствий. Это просто кажется несправедливым. Нет, это совсем нечестно.
Наш моральный долг — сделать что-то с этим, пока не стало слишком поздно. Но я боюсь, что мы уже достигли переломного момента. Я разделяю ваши опасения. Иногда все это может казаться таким ошеломляющим и безнадежным. Но мы должны продолжать бороться за перемены, даже если кажется, что все против нас. Вы абсолютно правы. Мы должны сохранять позитивный настрой и продолжать искать реальные решения, будь то переход на возобновляемые источники энергии, защита лесов или привлечение к ответственности крупных загрязнителей. Определенно. Каждая мелочь помогает, и если мы все внесем свой вклад, мы сможем реально изменить ситуацию к лучшему. Я готов сделать все возможное для борьбы с изменением климата. Урок 5. Обновление режима фитнеса. Доброе утро, Анна. Вы в последнее время занимаетесь фитнесом. Ты это знаешь, Джон. Я стараюсь ходить в спортзал по крайней мере 4 раза в неделю. Как говорится, главное — постоянство. Приятно это слышать. Я сам собирался вернуться к более регулярному графику тренировок. Какие-нибудь советы, как сохранить мотивацию? Определенно. Мне очень помогает сочетание различных занятий. Мне нравится пробовать новые занятия, такие как спиннинг, йога и ит. Понимаете, все делает все интересным. Это разумный подход. Мне обычно надоедает одна и та же старая рутина. Возможно, я посмотрю на групповые занятия фитнесом в своем районе. Безусловно, это отличная идея. Социальный фактор может иметь большое значение. Кроме того, ответственность инструктора и одноклассников очень мотивирует. Хм, вы правильно заметили. Мне лучше, когда мне есть кому ответить, а не просто заниматься спортом в одиночку. Полностью. А знаете, что еще помогает мне сохранять мотивацию? Отслеживайте свой прогресс, будь то через приложение или просто запись тренировок в дневнике. Ах, это умная стратегия. Я уже пробовал фитнес-трекеры, но так и не остановился на них. Возможно, мне нужно попробовать еще раз. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Главное — доставить удовольствие, поэтому вы с нетерпением ждете тренировок, а не бойтесь их. Вы правы, это должно быть то, что мне действительно нравится, а не просто рутинная работа. Придется поэкспериментировать и посмотреть, какие занятия фитнесом доставят мне удовольствие. Именно так. И не бойтесь менять ситуацию. Наше тело и разум нуждаются в разнообразии, чтобы оставаться вовлеченными и мотивированными. Отличный совет, Анна. Меня вдохновляет пересмотреть свои занятия фитнесом и сделать их неотъемлемой частью своего образа жизни. Урок 6. Вдохновение для письма. Привет, Анна. Я хотела спросить, а чем ты обычно пишешь? Я люблю писать на самые разные темы. Я черпаю вдохновение повсюду, от текущих событий до личного опыта. Это действительно круто. Я давно хотела больше писать, но иногда мне трудно придумать идеи. Я прекрасно понимаю. Писательский барьер может стать настоящим испытанием. Но есть много способов пробудить творческий потенциал. Да. Например, какие методы вы используете для придумывания новых идей для письма? Что ж, одна вещь, которая действительно помогает мне, это просто наблюдение за окружающим миром.
Я наблюдаю за людьми в парке или кафе и представляю себе истории, лежащие в основе увиденного. Ах, это отличная идея. Мне никогда не приходило в голову использовать свое окружение в качестве источника вдохновения. Именно так. И не бойтесь также опираться на свой жизненный опыт. Ваша уникальная точка зрения очень ценна. Хм, это хорошее замечание. У меня есть много историй и анекдотов, которые я мог бы написать. Определенно. А если вы действительно застряли, попробуйте подсказки или письменные упражнения. В мире так много забавных и креативных заданий. Звучит как неплохая идея. Какие-нибудь конкретные советы или упражнения вы бы порекомендовали начинающему писателю вроде меня? А, их так много замечательных. Как насчет того, чтобы попробовать фрирайд, когда вы просто пишете без перерыва в течение определенного времени? Ух ты, это звучит интенсивно, но в то же время очень успокаивающе. Понимаю, как это поможет раскрыть творческий потенциал. Совершенно верно. И еще одно интересное занятие — выбрать случайный предмет и написать о нем рассказ или стихотворение. Заставляет мыслить нестандартно. Мне это очень нравится. Возьмите обычную вещь и найдите в ней необычное. Я обязательно попробую кое-что из этого. Замечательно. Я очень рад, что вы откроете для себя радости писательства. Это такое полезное творческое занятие. Я тоже, Анна. Спасибо за замечательные советы. Теперь меня гораздо больше вдохновляет прикладывать ручку к бумаге. Урок 7. Музыкальные страсти. Доброе утро, Анна. Скажем, я слышал, вы упомянули, что играете на гитаре. Это одно из ваших увлечений. Абсолютно. Я играю уже много лет, и мне это очень нравится. Музыка занимает очень важное место в моей жизни. А, это действительно интересно. Я всегда хотел научиться играть на музыкальном инструменте, но так и не смог освоить его. Что тебе больше всего нравится в игре на гитаре? Есть что-то такое приятное в том, что вы можете взять гитару и создавать музыку. Ощущение струн, аккордов, мелодий — все это доставляет удовольствие. Да, в этом есть большой смысл. Могу себе представить, что играть на музыкальном инструменте и таким образом выражать себя очень приятно. Определенно. И самое замечательное, что никогда не поздно начать учиться. Даже будучи взрослым новичком, вы можете довольно быстро освоить игру на гитаре. А, правда, это приятно знать. Я всегда думал, что во взрослом возрасте учиться будет слишком сложно, но вы хотите сказать, что это выполнимо. Абсолютно. При наличии необходимых ресурсов и небольшой самоотдачи каждый может научиться играть на гитаре. Это такой универсальный и доступный инструмент. Хм, теперь ты меня очень заинтриговал. Что бы вы посоветовали такому человеку, как я, который никогда раньше не играл, но хочет попробовать? Что ж, первый шаг — приобрести достойную гитару для новичков. Поначалу ничего особенного. Тогда я бы посоветовал найти несколько онлайн-уроков или присоединиться к местному классу. А, это отличная идея. Бьюсь об заклад. В наши дни на YouTube есть масса отличных видео с уроками игры на гитаре и тому подобное. Именно так. И не бойтесь начинать медленно и сосредоточиться на основах. Такие вещи, как формы аккордов, паттерны игры на барабанах и простые песни.
В этом есть большой смысл. Сначала создайте этот фундамент, прежде чем пытаться стать виртуозом или кем-то еще. Именно так. Рим не был построен за один день. Просто наберитесь терпения и наслаждайтесь процессом. Чувство выполненного долга очень приятно. Знаете, меня действительно вдохновляет попробовать это сейчас. Большое спасибо за поддержку и полезные советы, Анна. Я так рада, что смогла помочь. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите обменяться советами по игре на гитаре или вместе пообщаться. Конечно, подойдет. Это определенно пробудило у меня интерес к игре на гитаре. Спасибо, что вы нашли время поговорить об этом. Урок 8. Пикник в парке. Привет, Анна. У меня есть идея. Как насчет того, чтобы пойти на пикник в парке в эти выходные? Звучит отлично. Я люблю проводить время на свежем воздухе. Может, возьмем с собой корзину с бутербродами и фруктами? Определенно, именно об этом я и думала. Мы могли бы подышать свежим воздухом и насладиться вкусной расслабляющей трапезой под солнцем. Абсолютно. Я обязательно возьму с собой несколько моих любимых закусок. У вас есть в виду какое-то конкретное место в парке? Рядом с прудом есть очень красивая травянистая местность, где обычно довольно тихо и спокойно. Мы могли бы поселиться там. Звучит отлично. Мне нравится смотреть, как вокруг плавают утки. Будет так безмятежно. Да, именно так. И мы можем просто сидеть сложа руки, отдыхать и наслаждаться обществом друг друга. Может быть, даже возьмите с собой одну или две книги. Да, звучит прекрасно. Небольшое занятие чтением на свежем воздухе было бы замечательно. Я обязательно возьму с собой несколько моих любимых вещей. Тогда похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Я давно не устраивал настоящий пикник. То же самое и здесь. Это будет приятная смена темпа по сравнению с обычными занятиями в помещении. Немного витамина D и свежий воздух пойдут нам на пользу. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, я позволю вам заняться приготовлением еды и позабочусь о том, чтобы мы выбрали хорошее уютное место. Звучит неплохо. Я приготовлю для нас восхитительный спред. Это будет фантастический день. Я уже в восторге. Хорошо, давай планируем встретиться в парке около часа дня. Тебе это подходит? Урок 9. Дисциплина покупок в продуктовых магазинах. Хорошо, Анна, нам нужно пойти за продуктами в эти выходные. Какие-нибудь советы, как придерживаться нашего списка и избегать ненужного просмотра страниц? Хорошие замечания, Джон. В магазине так легко отвлечься и оказаться в корзине, полной импульсивных покупок. Именно так. Мне всегда кажется, что я ухожу и возвращаюсь с гораздо большим количеством вещей, чем планировала. То же самое и здесь. Итак, вот что нам следует сделать. Заранее составить подробный список покупок и неукоснительно его соблюдать. Звучит неплохо. И давайте обязательно перекусим перед отъездом, чтобы не ходить по магазинам натощак. Да, отличная идея. Это поможет избежать соблазнительных импульсивных покупок, когда мы голодны. Определенно. А еще давайте постараемся не заходить в проходы, в которых нам ничего не нужно.
Просто перейдите прямо к товарам из нашего списка. Абсолютно. Не затягивайте и не блуждайте. Вот в чем цель. Лазерная фокусировка на самом необходимом. Ага, нам нужно не спускать глаз с приза. Возможно, мы сможем даже разделить список, чтобы эффективнее охватить его. А да, отличная мысль. Ты возьмешь одну половину, а я заберу другую. Это поможет нам быстро двигаться вперед. Идеальный. Хорошо, давайте составим наш список сегодня вечером, чтобы в эти выходные мы были готовы отправиться в продуктовый магазин. Похоже на план. Я уже чувствую себя более дисциплинированной. Это будет удобная и недорогая поездка. Очень на это надеюсь. Конечно, больше не нужно бесцельно бродить по каждому проходу. У нас есть миссия. Урок 10. Размышления детей среднего возраста. Привет, Анна. Могу я поделиться с тобой чем-нибудь? В последнее время я много думаю о том, чтобы стать средним ребенком. Интересно. У меня нет братьев и сестер, поэтому я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Что ж, мне кажется, это уникальный опыт. Я могу по-разному относиться как к своей старшей сестре, так и к младшему брату. Это действительно круто. Что для тебя самое приятное в том, чтобы быть средним ребенком? Я бы сказал, что это способность как бы перемещаться между двумя крайностями. В некотором смысле я черпаю в себе лучшие из обоих миров. Ах да, я понимаю, что это было бы здорово. Вы можете учиться у своего старшего брата или сестры, но при этом у вас есть особая связь с младшим. Именно так. И мне кажется, что иногда я оказываюсь миротворцем между ними, когда они ссорятся друг с другом. А, Посредник среднего ребенка. Это, должно быть, пригодится. Так и есть. Хотя, по общему признанию, они иногда дразнят меня за то, что я забытый средний ребенок. Мне жаль это слышать. Но я уверен, что вы найдете способы сделать так, чтобы ваш голос был услышан и привлек к себе заслуженное внимание. Ха-ха, вы это знаете. У меня есть свои трюки. Кроме того, я думаю, что из-за того, что меня немного не замечают, я стал немного более независимым. Что ж, тогда это настоящий позитив. Вы обрели свою индивидуальность и уверенность в себе. Определенно. Я бы ни на что не променяла свой статус среднего ребенка. Это сделало меня тем, кто я есть. Это действительно отличная перспектива. Джон, я восхищаюсь вашей признательностью за ваше уникальное положение в семье. Спасибо, Анна. Прошло некоторое время, но я уже успела ощутить преимущество среднего ребенка. Я рада это слышать. С учетом всех обстоятельств, это звучит как нечто особенное. Это действительно так. Я бы не стал менять это ради всего мира. Быть средним ребенком имеет свои проблемы, но есть и плюсы. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своим мнением об истории вашей семьи. Узнать об этом было очень интересно. В любое время. Мне всегда нравится рассказывать о приключениях моего среднего ребенка. Это часть меня, которой я горжусь. Урок 11. Совершенство презентации. Доброе утро, Анна. Могу я вам кое-что придумать?
Конечно, в чем дело? У меня на работе важная презентация, и я хочу убедиться, что у меня все получится. Как вы думаете, что является ключом к успешной презентации? А, Организация, отличный да. вопрос. Что вы Я бы под этим сказал, что подразумеваете? организация и вовлеченность имеют решающее значение. Что ж, вы хотите, чтобы ваша презентация была четкой и логичной. Не прыгайте случайным образом. Верно, в этом есть смысл. А вовлеченность? Как вы рекомендуете заинтересовать аудиторию? Наглядные пособия огромны. Не просто читайте слайды, используйте их, чтобы дополнить свои баллы. Ах, хороший совет. Я позабочусь о том, чтобы мои слайды были интересными визуально, а не просто содержали много текста. Именно так. И не бойтесь вовлечь аудиторию. Задавайте вопросы, занимайтесь интерактивными занятиями. Ах, мне нравится эта идея. Заставьте их участвовать, а не просто пассивно слушать. Определенно. Это делает все более динамичным и удерживает внимание людей. Отличный совет. Что еще мне следует иметь в виду для успешной презентации? Еще одно. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Знайте свой материал изнутри и снаружи. Верно, я планировал провести кучу репетиций. Мышечная память играет ключевую роль, верно. Абсолютно. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на доставке и вовлеченности, а не просто на запоминании контента. Отлично, это очень полезно. Теперь я чувствую себя гораздо более подготовленной. Спасибо, Анна. Конечно. Дайте мне знать, как проходит презентация. Уверен, у тебя все получится. Сгодится. Спасибо, что вы нашли время поделиться своим опытом. Урок 13. Заманчивая Тома Яма. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала традиционный суп том-ям? Традиционный Том Ям. Нет, не думаю, что знаю. Каково это? Чувак, это вкусно. Идеальный баланс пряных, кислых и пикантных вкусов. Обязательно попробуйте. Остро-кислое, да. Звучит как раз в моем переулке. Где здесь лучше всего его взять? В центре города есть удивительный тайский ресторан, который доводит его до совершенства. Бульон такой сытный и ароматный. Звучит потрясающе. Что еще входит в традиционный суп Том Ям? Что ж, основа– это очень ароматный бульон из лимонной травы и галангала. Затем добавляют такие продукты, как креветки, грибы, помидоры, сок лайма, рыбный соус. Ух ты, так много смелых ароматов. Я проголодался от одной мысли об этом. Верно. И что самое приятное, он не слишком тяжелый. Это идеальное легкое освежающее блюдо. Хорошо, вы меня официально продали. Нам нужно в ближайшее время попробовать это место. Когда вы свободны? Как насчет этих выходных? Мне не терпится познакомить вас с магией Тома Яма. Звучит неплохо для меня. Я уже практически могу попробовать его на вкус. Это будет потрясающе.
Поверьте, вам это понравится. Том Ям действительно одно из моих любимых тайских блюд. Что ж, мне не терпится увидеть, из-за чего весь этот ажиотаж. Это будет кулинарное приключение. В Урок этом и 14. заключается дух. Приключения с Приготовьтесь к тому, акцентом. что ваши вкусовые рецепторы будут просто поражены. Привет, Анна. Вы слышали о том парне, который вырос в Германии, но всю жизнь говорил с американским акцентом? Ни за что, правда. Это так странно. Как это вообще происходит? Знаю, верно. Судя по всему, он родился в Штатах, но его семья переехала в Германию, когда он был маленьким. Ага, это дико. Можно подумать, что, прожив там так долго, он усваивает местный акцент. Именно так. Но нет, у него все время был настоящий американский колорит. Это очень забавно. Они знают, почему он так и не понял немецкого акцента. Не совсем уверен, но я слышал, что это может быть связано с тем, как его семья разговаривала дома. Несмотря на то, что они были в Германии, они продолжали говорить по-английски. Понимаю, тогда в этом есть смысл. Домашняя обстановка превзошла внешнее влияние. Определенно. И поймите, на самом деле ему гораздо удобнее говорить по-немецки, чем по-английски. Ни за что. Все так задом наперед. Можно подумать, что все будет наоборот. Знаю, это безумие. Но он сказал, что он так и не почувствовал настоящей связи с американским акцентом, хотя он и использовал его всю свою жизнь. Это так увлекательно. Интересно, есть ли другие подобные случаи? Наверное. Иногда акценты и владение языком могут быть очень непредсказуемыми. Ты мне рассказываешь. История этого парня просто дикая. Мне бы очень хотелось встретиться с ним и послушать его выступление. То же самое и здесь. Было бы здорово послушать, как он переключается между ними. Ха-ха, держу пари. Это было бы довольно смешно. Определенно уникальное лингвистическое причудо. Конечно. Мне бесконечно интересны акценты. Всегда можно научиться чему-то новому. Урок 15. Путешествия и приключения. Привет, Анна. Вы видели восторженные отзывы об этом новом ресторане в центре города? Нет, у меня нет. Что вы об этом слышали? Что ж, очевидно, это действительно аутентичное перуанское заведение с потрясающей едой. Отзывы зашкаливают. Вау, звучит как раз в моем переулке. Мне нравится перуанская кухня. То же самое и здесь. Мы обязательно должны это проверить в ближайшее время. Определенно. Мне так хотелось хорошего севичи и чича марада. Чича марада– это фиолетовый кукурузный напиток, верно. Ага, это то самое. Такой освежающий и ароматный. Отлично, мне не терпится попробовать. Ты когда-нибудь бывал в Перу? Нет, но это уже целая вечность в моем списке путешествий. История и культура здесь просто захватывающие. А, конечно. От Мачу-Пикчу до линии Назка есть что посмотреть.
Именно так. И еда тоже очень привлекательна. Я слышал, что это одна из лучших кухонь мира. Абсолютно. Перу определенно занимает одно из первых мест в моем списке мест, который стоит посетить в ближайшее время. То же самое и здесь. Нам следует начать планировать поездку. Бьюсь об заклад, мы сможем найти отличные предложения. Отличная идея. Чтение отзывов и проведение некоторых исследований помогут нам извлечь из этого максимум пользы. Определенно. Не могу дождаться, чтобы погрузиться в перуанский опыт. Я тоже. Конечно, это будет невероятное приключение. Урок 16. Перуанские развлечения. Доброе утро, Анна. Вы уже рассмотрели ту поездку в Перу, о которой мы говорили? Да, у меня есть. И я так рада, что чем больше я читаю, тем больше хочу пойти. Отлично. Здесь то же самое. История и культура там кажутся такими богатыми и увлекательными. Определенно. От Мачу-Пикчу до линий Наска здесь есть что посмотреть. Абсолютно. И еда тоже очень привлекательна. Я слышал, что это одна из лучших кухонь мира. Я знаю, мне не терпится попробовать все настоящие перуанские блюда. Севичи, чича марада, что угодно. Чича марада– это фиолетовый кукурузный напиток, верно. Я с нетерпением жду этого. Да, именно так. Оно должно быть таким освежающим и ароматным. Бьюсь об заклад, оно отлично подойдет к еде. Определенно. Мы прекрасно проведем время, изучая богатую историю и красоту Перу. Конечно, мне не терпится дождаться. Прочитав все эти отзывы, я еще больше взволнован поездкой. То же самое и здесь. Думаю, что предварительное исследование действительно поможет нам извлечь из него максимум пользы. Полностью. Чем больше мы разбираемся в поездке, тем лучше сможем спланировать маршрут. Именно так. Для книг это будет настоящее приключение. Я просто чувствую это. Согласен, это будет потрясающе. Я так рада, что мы решили отправиться в эту поездку. Я тоже. Это будет путешествие на всю жизнь. Мне не терпится познакомиться с Перу вместе с вами. Урок 17. Тихие размышления. Привет, Анна. Ты заметила, как тихо Том вчера вечером был на вечеринке? Казалось, ему это немного не по характеру. Знаете, я это заметила. Вечером обычно является Том, поэтому его сдержанное поведение несколько удивило. Интересно, о чем он мог думать? То же самое и здесь. Я имею в виду, что обычно он такой общительный и энергичный. Как вы думаете, его что-то беспокоит? Это возможно. Иногда люди выглядят счастливыми на публике, но решают все в частном порядке. Возможно, у него просто был выходной вечер или что-то у него на уме. Это хорошие замечания. Мы не должны ничего предполагать, не зная всей истории. У каждого есть свои взлеты и падения, даже у самых экстравертных людей. Именно так. Легко судить о настроении или ситуации человека со стороны, но мы действительно не знаем, что происходит в его личной жизни. Определенно.
Думаю, лучше всего просто пообщаться с Томом, все ли у него хорошо. Как его друг, я хочу убедиться, что он в порядке. Это очень заботливо с твоей стороны, Джон. Сострадание часто является лучшим способом поддержать человека, который, возможно, что-то переживает. Уверен, он оценит вашу заботу. Спасибо, Анна. Я позвоню ему позже и посмотрю, хочет ли он выпить кофе или что-то в этом роде. Иногда просто поговорить с кем-то может иметь большое значение. Урок 18. Ностальгические воспоминания. Привет, Анна. Я только что думала о нашем детстве на днях. Разве вы не хотите, чтобы у вас была лучшая память, позволяющая вспоминать все эти особенные моменты? Определенно. В детстве так много мелких деталей, которые мне хотелось бы запомнить более четко. Беззаботные дни, когда мы часами играли на улице. Именно так, как в то время, когда мы построили этот безумный форт у вас на заднем дворе. В то время он казался нам таким впечатляющим, но я уверен, что если бы мы увидели его сейчас, там был бы полный бардак. Ха-ха, да. А помните, как летом мы устраивали грандиозные бои на воздушном шаре? Я так ярко это представляю, но я уверена, что многие детали уже потускнели. Чувак, они были лучшими. Звук лопающихся воздушных шаров, пытающихся увернуться от холодных брызг. Конечно, времена попроще. Абсолютно. Жаль, что я не могу вернуться и пережить некоторые из этих детских моментов хотя бы на один день. Воспоминания очень ценны, но они могут быть такими скоротечными. Я знаю, что вы имеете в виду. Если бы мы могли развеять воспоминания так же, как фотографируем, тогда мы сможем вернуться к ним в любое время. Это было бы потрясающе. Просто закройте глаза и перенеситесь в те беззаботные и радостные моменты. Ах, сила ностальгии. Ха-ха, да. Думаю, сейчас нам просто нужно оставить новые воспоминания и надеяться, что на этот раз мы сможем сохранить их немного лучше. Урок 19. Предотвращение задержек в поездках. Скажи, Анна, ты в последнее время справляешься со всем хаосом в путешествиях. Я очень надеюсь, что этим летом мне не придется сталкиваться с длительными задержками. Ух, расскажи мне об этом. В новостях полно ужасных историй о людях, которые часами застряли в аэропортах. Не могу себе представить, как это должно быть неприятно. Серьезно, в прошлом месяце у меня был друг, который застрял у ворот около 6 часов из-за механической неисправности. Это именно то, чего я хочу избежать любой ценой. Ура! Звучит ужасно. Бьюсь об заклад. К концу они уже взбирались по стенам. Какие-нибудь советы, как избежать подобных кошмаров о путешествиях? Что ж, я провел небольшое исследование, и похоже, что раннее бронирование, легкая упаковка и выбор рейсов в непиковое время действительно могут помочь минимизировать риск. Отличный звонок. И я слышал, что загрузить приложение авиакомпании и подписаться на уведомления о рейсах — тоже разумный шаг. Таким образом, вы сможете быть в курсе любых изменений или задержек. Абсолютно. И я определенно уделим себе много дополнительного времени, чтобы пройти досмотр и подойти к воротам. Больше не надо мне все закрывать. Определенно мудрый выбор. Последнее, чего вы хотите, это спешите нервничать, когда ваш рейс вот-вот взлетит. Именно так. Я настроен на приятное и комфортное путешествие этим летом. Больше никаких страшилок для меня. Спасибо большое.
Я вас слышу. Здесь вас ждут 2 безрезультатных рейса и своевременных прибытий. Скрестив пальцы, нам обоим удается избежать головной боли в путешествиях. Аминь на это. Я обязательно буду держать вас в курсе того, как все идет. Возможно, позже мы сможем сравнить заметки и поделиться лучшими советами. Урок 20. Освоение адаптивной коммуникации. Привет, Анна. Ты в последнее время работаешь над улучшением своих коммуникативных навыков. Я стараюсь давать более точные и своевременные ответы, но это не всегда просто. Вы правы. Это определенно может быть непростой задачей. Я считаю, что для меня главное — сосредоточиться и активно слушать. Как вы над этим работали? Что ж, я стараюсь немного сбавить обороты и хорошенько обдумать свои ответы, прежде чем приступить к делу. Я считаю, что пауза на мгновение помогает мне собраться с мыслями. Это отличная стратегия. Кроме того, я обнаружил, что задавать уточняющие вопросы может быть очень полезно. Это позволяет мне понять весь контекст, прежде чем отвечать. Абсолютно. Задавать вопросы — такой недооцененный коммуникативный навык. Это говорит о том, что вы увлечены и искренне хотите понять точку зрения другого человека. Определенно. С другой стороны, я стараюсь быть более кратким в своих ответах. Знаете, иногда у меня есть склонность к болтовне. Я вас слышу. Все дело в том, чтобы найти баланс между тщательностью и не перегружать собеседника. Практика ведет к совершенству. Верно. Определенно. И я заметила, что зрительный контакт и использование открытого языка тела также могут значительно улучшить ход разговора. Хорошие замечания. Все эти невербальные сигналы сильно влияют на то, как собеседник воспринимает ваш уровень интереса и внимательности. Именно так. Как будто вы можете сказать все правильные слова, но если ваш язык тела не совпадает, сообщение просто не соответствует действительности. Полностью. Я прилагаю сознательные усилия, чтобы внимательнее относиться к этому. Удивительно, как простой кивок или улыбка могут помочь диалогу идти гладко. Не могу не согласиться с этим. Что ж, я рад, что у нас появилась возможность обсудить некоторые из этих советов по общению. Всегда полезно сравнивать заметки и учиться друг у друга. Определенно. Мне кажется, из этой беседы я почерпнул действительно ценные сведения. Спасибо, что уделили время поболтать, Анна. Урок 21. Овладение повседневным английским языком. Привет, Анна. В последнее время я пытаюсь подобрать несколько новых непринужденных английских фраз. Знаете, о таких вещах я мог бы просто случайно заговорить, без проблем. Правда. Какой повседневный английский вы хотите изучать? Я с удовольствием поделюсь несколькими простыми, но полезными выражениями. Ну, у меня такое чувство, что у меня все в порядке, понимаете? Но я хочу звучать более естественно, как будто я не просто читаю фразы из учебников. Я вас слышу. Иногда именно небольшие непринужденные идиомы и сленг играют решающую роль в разговорном английском языке. Именно так. Например, я мог бы 100 раз сказать «это просто», но это далеко не так весело, как сказать «это кусок пирога». Ха-ха, хороший пример. Такие идиоматические выражения могут придать вашему английскому языку индивидуальность. Полностью.
И я хочу иметь возможность давать советы более естественным образом, понимаете? Это не просто сухая фраза «тебе стоит это сделать». Верно, верно. Что-то вроде «Эй, позвольте мне дать вам совет профессионала по этому поводу» или «Послушайте, вот в чем дело». Да. Видите ли, вы поняли. Эти маленькие нюансы и определяют, как вы говорите на носителе языка. Абсолютно. Главное — найти те распространенные разговорные фразы, которые добавят изюминку вашему языку. Именно так. И я думаю, что лучший способ выучить их — просто продолжать заниматься с такими носителями языка, как вы. Что ж, тогда вы попали в нужное место. Я буду рад и дальше помогать вам расширять свой повседневный набор инструментов по английскому языку. Отлично. Я очень признателен. Хорошо. Приведите мне еще несколько интересных сленгов и идиом, не так ли? Вы поняли. А как насчет фраз «все просто» или «дело сделано»? Их лучше держать в заднем кармане. Мне они нравятся. Хорошо, я буду выбрасывать их налево и направо. Спасибо за урок, Анна. Урок 22. Городская жизнь и жизнь в сельской местности. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Как вы думаете, что лучше, жить в городе или в сельской местности? Хм, это интересный вопрос. Я определенно вижу плюсы и минусы того и другого. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну, я выросла в маленьком городке, поэтому привыкла к спокойному и медленному темпу сельской жизни. Но в последнее время я подумываю о переезде в город. Я понимаю привлекательность обоих. В сельской местности царит приятная, спокойная атмосфера. Но город предлагает множество культурных, развлекательных и удобных мест. Именно так. Мол, страна прекрасна и все такое. Но иногда мне кажется, что я упускаю из виду все происходящее в городе, понимаете? Я вас слышу. В городе есть что посмотреть. Музеи, рестораны, концерты, магазины. Здесь всегда полно энергии. Да, и мне кажется, что в городе тоже больше возможностей как в плане карьеры, так и в целом. Это хорошие замечания. Рынок труда и возможности налаживания связей часто лучше в городских районах. А культурная экспозиция огромна. Вы можете общаться с самыми разными людьми из разных слоев общества. Определенно. Разнообразие в городе может действительно открыть глаза. Расширяет ваш кругозор во многих отношениях. Полностью. Но, опять же, в стране есть свой шарм. Свежий воздух, широкие просторы, медленный темп жизни. Абсолютно. Есть что сказать об этом более спокойном и спокойном образе жизни. Это может действительно омолаживать. Да, вы все правильно поняли. Решение, решение. Возможно, мне просто стоит попробовать и то, и другое и посмотреть, какой из них мне больше подходит. Эй, это неплохая идея. Проведите некоторое время в городе, а затем уделите время поездкам в сельскую местность. Посмотрите, что вам подходит. Да, это хороший план. Ладно, думаю, вы дали мне много поводов для размышлений. Спасибо за вклад.
Урок 23. Плюсы и минусы планирования вечеринок. Привет, Анна. Мне нужна твоя помощь в планировании вечеринки, которую я устрою. Как вы думаете, что лучше купить праздничные принадлежности в интернете или лично посетить магазины? Вечеринка. Как увлекательно. Что ж, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Что вы об этом думаете? Это то, что я пытаюсь выяснить. Покупки в интернете очень удобны, но я не уверен, что я что-то упущу, не заходя в магазины. Это хорошее замечание. Удобство покупок в интернете может быть очень приятным, особенно для тех, кто занят планированием вечеринок. Но у личного опыта есть некоторые преимущества. Именно так. Например, в интернете я могу легко сравнивать цены и читать отзывы. Но в магазинах я могу увидеть товары лично и лучше их почувствовать. Полностью. Кроме того, вы можете попрактиковаться в декорациях и других вещах, которые помогут визуализировать, как они будут выглядеть на вечеринке. И у сотрудников магазина могут быть хорошие рекомендации и советы по организации вечеринок, которые я не могу найти в интернете. Да, этот местный опыт может быть очень полезен. Наверное, они знают все популярные темы и декорации для вечеринок. Определенно. Кроме того, прогулки по магазинам– это целый социальный аспект. Это может быть интереснее, чем просто нажать кнопку мыши на компьютере. Отличный звонок. Личный опыт может сделать процесс планирования вечеринки более приятным. Небольшая торговая терапия никому не повредит. Ха-ха, правда. Но опять же, покупки в интернете чертовски удобны. Мне не нужно выходить из дома или сталкиваться с толпами людей. Тоже очень хорошее замечание. Простота и эффективность покупок в интернете трудно превзойти, особенно если вы совмещаете миллион заданий для вечеринок. Именно так. И все это я могу делать, сидя на диване в пижаме. Кроме того, пакеты просто появляются у меня на пороге. Ха-ха, да, пижамный перк играет ключевую роль. И не нужно таскать тяжелые товары из магазина. Покупки в интернете, безусловно, имеют свои преимущества. Полностью. Думаю, я больше склоняюсь к сочетанию того и другого. Купите необходимые вещи в интернете, а затем зайдите в местные магазины для вечеринок за интересными вещами. Похоже, это хороший план. Лучшие из обоих миров. Вы получаете удобство и практический опыт. Да, именно так. Думаю, это поможет мне обогнать все базы и устроить классную вечеринку. Спасибо за вклад, Анна.